Всем привет! В связи с последними событиями в стане Натус Винцера трансферными хотел поделиться с вами нашей логикой, так как читаю множество комментариев и считаю должным объяснить, чем мы руководствуемся, принимая те или иные решения. Начну с перехода Роджера. Роджер очень классный игрок, вписался удачно в наш коллектив, но буквально с первых дней чувствовалось, что он здесь временно, потому что он всегда хотел Virtus.pro. Я не думаю, что есть какая-то связь там брендов или он с детства за ВП. Речь больше идет о том, что он по типажу и по формату своему очень схож с игроками Virtus.pro. Они, в принципе, вместе проводили время практически на всех турнирах. И если вот я на DreamHack был этому свидетель, ребята все вместе, Нави, Вова с ВПшниками. Они точно так же неровно к нему дышали достаточно давно. Мы это понимали, мы чувствовали, что такое событие может произойти. И было два варианта, как его избежать. Первый – это результаты, да, то есть быть лучше, сильнее, выше. Второй вариант – это, юридически как-то удерживать, держать, по сути, силой, да, и хвататься за какие-то пункты в контракте. Второй вариант, он неприемлем для Нави, в принципе. А первый вариант, не сложилось, да, результаты были неудачные у нас, не очень удачные, и такие же не очень удачные результаты были у ВП, что, наверное, сподвигло их на замену Ильи, о которой, насколько мне известно, они давно уже думали. Все, что в этой ситуации мы могли сделать, это максимально себя обезопасить. После DreamHack мы подписали Вову на 2 года на улучшенных условиях, что, собственно, принесло нам некую финансовую выгоду при совершении недавнего трансфера. Что касается мнения о том, что Лила мы взяли только из-за его очков, это глупости, это был ноу-брейнер, это был первый кандидат и у нас в голове, как у менеджмента, и у игроков. Он не просто на бумаге один из самых успешных игроков в СНГ и в мире, но и фактически. И там первенство за лучшую четверку в СНГ, оно субъективно. И сейчас я надеюсь, что лучшая четверка СНГ все-таки она у нас. Что касается поведения или его образа, колких твитов в сторону Нави, все должны понимать, что это имиджевая некая составляющая, пиар, не все, уверен, инициировано было самим Ильей, где-то, уверен, навязано. Всегда верю в то, что поведение человека, его месседжи, они очень во многом зависят от окружения, от влияния, от атмосферы, да, которая его окружает. Нави всегда была френдли организацией, мы с уважением относимся к нашим противникам и очень надеюсь, что свою силу и свой уровень Илья будет доказывать игрой, а не уколами и твитами. Также хочу прокомментировать сегодняшний анонс об уходе из Нави Акбара Санейка Бутаева. Решение приняла организация. Решение сложное, решение удалось тяжело как организации, так и мне лично. Я всегда верил в Акбара с первых дней, с самых первых его игр за Нави. Это еще 2015, по-моему, International квалификации. Я был одним из инициаторов его возвращения из Веги. И где-то даже самостоятельно, вложил это в голову игрокам, что нам необходимо его вернуть. Он верой и правдой служил Нави, он многое сделал, он действительно в этот приход в организацию он уже повзрослел, поумнел, помудрел, но все еще есть отголоски тех проблем, с которыми мы сталкивались и ранее. Сейчас команда весьма негативно настроена по отношению к нему. Я, в свою очередь, поговорив с ним о нашем решении, предложил ему обсудить еще раз, может, задуматься, подумать о каких-то своих действиях, переосмыслить все и поговорить с ребятами. То есть у нас принято давать шанс. Тем не менее, он сказал, что он этого делать не будет. Поэтому это решение уже бесповоротно. На сейчас мы отсматриваем 4 людей на 5-ю позицию. И до 5 числа мы анонсируем замену. Что касается
Там распределение ролей, капитанство в новом составе – это вопрос к тренерскому штабу. 9 числа у нас стартует буткемп. Уверен, там будет много интервьюшек, и все эти вопросы, которые я озвучивал, раскрыть смогут и Хвост, и Игорь. Что касается того, кого мы тестируем, на данный момент у нас есть 4 игрока. У нас есть определенный запас очков и времени. Все усилия мы сейчас будем бросать на сплочение этого коллектива, на помощь, на выстраивание тренировочного процесса. А что касается лидерских каких-то качеств, на самом деле инициативу проявляют многие. И Илья очень инициативен, и Даня готов брать на себя много обязанностей там, внутриигровых и связанных с пиком. Но и опять же, у нас большой тренерский штаб, у нас есть Хвост, Дима аналитик, у нас есть аналитический тул, который помогает ребятам в подготовке к матчам. Поэтому я абсолютно этого не боюсь. Считаю, что Dota игра командная, и атмосфера и отношения, они превыше всего. Это то, что делает сейчас разницу. Потому что, ну, нажимают кнопки все, играть умеют все, там, собирать какие-то айтемы тоже. А выигрывают те, кто понимает, что такое командная игра. Что касается целей состава по Dota 2 Na'Vi, они не меняются. Наша цель — достойное выступление на International. Понятно, что мы шаг за шагом, мы должны еще туда попасть. Я в это верю, я в этом убежден. По поводу хейтеров, какого-то негатива в сети в сторону выбора Лила, самого Лила, в сторону Вовы, который там ушел, предал и так далее. Не надо так, ребят, все нормально, все получили то, что хотели, все преследуют какие-то свои цели, у каждого свои мотивы. Жизнь продолжается, мы продолжаем работать, мы знаем, что мы делаем. Поддерживайте, болейте. Всех люблю.